Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, уважаемый Мурат Рана. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. Спасибо. Сегодня предложенная тема – это тема вопросов и ответов. Да, вот мы с вами в прошлый раз разговаривали, и вы задали очень интересный вопрос. Я начал на него отвечать, но, в общем, потом как-то перешел, начал углубляться, может быть, в какие-то детали, и я так чувствую, что как бы этот вопрос, мой ответ до конца не раскрыл ваш вопрос, то есть не дал ответ до конца, поэтому я подумал, надо на него ответить. А вопрос был очень важный. Мы говорили о том, что человек, то есть душа, когда пребывает между воплощениями, то там перед тем, как воплотиться, планируется его жизнь. То, куда он должен стремиться, чего он должен достичь и так далее. Да, чтобы проработать свои ошибки и в прошлой жизни. Да, совершенно верно. Но при этом мы уже не раз говорили в других беседах, что когда потом человек воплощается, его память вычеркивается. Да? Во-первых, тут я хотел бы на это обратить внимание. Может быть, это не совсем правильно говорить, память вычеркивается. Память не вычеркивается, она покрывается завесой тайны. Вот это будет правильнее, если мы будем так говорить. То есть не так, что вообще вся память вычеркивается, она вот именно покрывается завесой тайны. То есть через эту завесу можно заглянуть. Да, я поясню. Вообще наша память, когда вот мы сейчас с вами разговариваем, у человека, наша память, она находится в мозге, да? Так вот, когда человек воплощается, его мозг работает, и память, и так далее, то в этой памяти нету предыдущих воплощений, предыдущего опыта. Поэтому как бы человек с нуля развивается, учится. А вот тайна, которая покрыта завесой, к ней, например, может душа проникнуть. И вот я в прошлый раз говорил, помните, частично, что интуиция часто подсказывает душе, и душа заглядывает в память. Так вот, душа имеет возможность заглянуть в эту память. Ну, эта память тоже бездонная. То есть нужную информацию она может найти. Но это должна сделать душа. Не мозг, не здесь наш ум, а мы можем это через душу сделать. Поэтому самый лучший путь – это во время медитации. Во время медитации человек может через свою душу окунуться в свою память и вообще увидеть все. Но, к сожалению, и как мало задается вопрос? Мало кто это умеет делать, это не так легко, я сразу могу сказать. Вот. Поэтому я просто говорю о том, что это возможно, и говорю о том, что это не совсем правильно говорить, что вот память вычеркивается вообще. Да? То есть, в принципе, у человека есть возможность заглянуть в свою память, но через душу. Не через мозг, только через душу. Да? Но это уже надо уметь. Надо лучше всего через медитацию, хотя иногда и так тоже человек в аффекте или вдохновение такое сильное посещает человека, он в этот момент тоже иногда через душу окунается в какую-то память и вспоминает какие-то вещи. Вот. Ну, а медитация... А еще люди это делают, по-моему... Да.
при помощи регрессологов. Да, да, тоже возможно. Но это уже как бы имеется в виду с помощью кого-то, да, кто, так сказать, Да, вводит в это состояние. Да. Я больше говорю о том, что человек, что может сам человек сделать, да? Мгм. Вот, но о медитации мы еще поговорим во второй части. А сейчас вот по поводу вот этого, то, что этот вообще вопрос касался знаков, мы говорили о знаках, о том, насколько они важны, и как же человеку быть, если он не помнит, правильно, а есть какой-то запланированный путь, который он не помнит. Правильно? Очень логичный вопрос. Это каждому бы придет в голову. Действительно, какой смысл раздаться, если человек не помнит? Да? Вполне логичный вопрос. Вот, поэтому я думаю, что надо этот вопрос лучше раскрыть, чтобы было понятно, почему это все так устроено. Я уже начал говорить о том, что еще перед воплощением душа планирует страну, где она родится, родителей своих. Правильно? То есть вот это уже все, но определенное направление будет. Да? Человек не родится в случайном месте, он родится в определенном месте. Родители, которые предполагается, что научат или передадут свой опыт такой-то, такой-то. Предполагается, что вот он родился здесь, у него будет тоже определенное окружение, которое будет тоже определенным образом на него влиять. Все это как бы направляет. Направить. Да. Ага. То есть, поэтому получается так, что человек как будто бы, да, у него памяти нету, но он все-таки рождается в таком месте, что это заранее запланировано, что он пойдет вот таким путем. И когда он идет этим путем, то вот с одной стороны помогают ему пройти этот путь родители, прежде всего, которые с первых шагов воспитывают. Потом школа. Человек тоже оказывается в определенной школе не случайно. Вот именно в этой школе. В определенных условиях. Ага. Да, вот он должен именно в эту школу попасть, потому что вот там он тоже должен определенный опыт приобрести. Кстати, это тоже и кармически связано. Вот я говорю, это все переплетено, да. Например, в карме уже тоже может быть записано, что человек должен в этой школе пройти опыт. Он может быть как позитивный, так и негативный, да? Это в карме будет уже записано. Вот. И там он тоже учится многому. И вот это все идет, его направляет, то есть он идет как бы в этот момент, то есть до этого возраста человек как бы сам себе не принадлежит. Это не он сам выбирает. Вот это я хочу, вот это я сделаю, я захотел то, и тогда я пошел туда. Нет. У него никто ничего не спрашивает. Угу. Да? Родители его поместили в эту школу, он пошел, да, и, ну, вообще ребенок еще не задумывается над такими вещами. То есть его ведут, он ведомый, вот так можно сказать. И вот, ну, это все уже предопределено. И кроме этого, есть знаки. И человек должен научиться. И опять-таки, ну вы же знаете, что такое знаки? Ну, знаю, но просто вот как его считать? Да, но Вот откуда вы знаете, откуда вы знаете, что такое знаки? Ну как? Вы даже не помните откуда, правильно? Потому что это, как правило, бывает так, что вот еще ребенок растет, он еще там под столом где-то играется, а родители там старшие разговаривают, а ребенок все слушает. Он там играется, но зато все слушает и все фиксирует. И слышит тоже часто такие разговоры, там родители между собой разговаривают. Ну, я же говорил, вот не делай так, но был же знак.
Ребенок еще не понимает, но у него уже вот этот знак он слышит. Вот же был знак, а ты это сделал, да? Потом он идет в школу. Опять-таки он сталкивается в школе. Знак. Еще он не понимает значение этих слов. И постепенно вот он вырастает с этим, он сам даже не осознает это, но с этим словом, с тем, что вот есть какие-то знаки, он уже вырастает и понимает, что да, знаки какое-то имеют значение. И вот тут очень важно, кто-то придает этому значение, а кто-то нет. Но они Да. знаки, да, все время это попадаются. То есть они Но в как бы... основном же люди опираются на логику. Да, но человек это все время окунают в эти знаки. Вот Окунают, надо говорят, научиться просто слушать интуицию. Подскажите, как это сделать? так вот, я же говорю, человек должен учиться все время, и, наконец, ну, тоже в какой-то момент иногда человек встречает, ну, кого-то, кого он ну, уважает, для него это авторитет. И тоже может услышать от этого человека, ну, так, мимоходом, да, вот знаки – это важная вещь, знаки, символы, на это надо обращать внимание, да. И вот тогда человек должен задуматься, немножко почитать литературу на эту тему и так далее. То есть я имею в виду, что в течение жизни все время человек получает направления, то есть указатели какие-то, в виде знаков, в виде каких-то людей, которых случайно он встречает, в виде, ну, сама жизнь как бы его учит и направляет туда иди, туда. А знаки помогают вот это все понять. И поэтому я вот сейчас, те, кто нас слушает, вот сейчас у них тоже есть возможность немножко больше задуматься о значении знаков. Знаки бывают разные. Вот, например, я тут немножко себе выписал. Такие бывают знаки-указатели. Они просто указывают заранее, вот они тебе показывают твой путь. И я вот начал говорить, что в моей книге, прямо в первой главе, я там рассказываю о знаках. Я там привел пример 2 знаков. Так вот, первый знак, он такой больше указатель. Это касалось того, что мне имя дали старейшины. То есть не родители меня назвали, а старейшины меня назвали, дали мне имя в честь киргизского музыканта. И с пожеланием, что вот, может быть, и я стану музыкантом. С таким пожеланием. И вот интересная вещь. У меня была семья не связана с музыкой. Никто в моей семье не был связан с музыкой. Эти старейшины, которые давали мне имя, их было 5 или 6, а среди них не было тоже музыкантов. И вот вопрос, почему они вдруг решили, что вот мне именно надо дать имя в честь музыканта, да? Вот интересный вопрос. Но они-то попали в точку почему-то. Понимаете, вот это такие вопросы у меня получается неспроста. Почему они в точку попали? Потому что у меня оказался слух, и очень хороший, музыкальный. Понимаете, это не было так, что вот они назвали, они могли бы назвать меня в честь музыканта с пожеланием, чтобы я стал музыкантом, а у меня вообще слуха нету и вообще способностей нету. Да? Это была бы какая-то бессмыслица, ерунда. А вот тут именно получается, что люди, далекие от музыки, вдруг решают, что вот мне надо дать имя в честь музыканта и с пожеланием, чтобы я, значит, стал музыкантом. Еще никто не знает. Я только родился. Есть ли у меня слух? Нету. Оказывается, это уже потом оказывается, что у меня прекрасный слух и так далее, и способности музыкальные. Но этого ж никто не знал. И дальше тоже очень интересно. У меня 2 старших брата, когда мне было 6 лет, они уже ходили в школу.
я родился в небольшом городке в Киргизии. Город назывался Пржевальск. Такой тихий, приятный город. Пржевальск. Вот. Когда мне было 6 лет, мои 2 старших брата уже ходили в школу с английским уклоном. И я видел эту школу, я часто там бывал, и мне нравилась эта школа, и я уже готовился, думаю, вот я тоже, как мои братья, пойду в эту школу. Потому что, в принципе, уже все забыли где-то, может быть, особенно не придавали значения, и мои родители тоже, что я в честь музыканта назван и так далее. Как-то так. Особенно этому не придавали значения. И родители тоже так думали, что да, действительно, я тоже пойду в эту школу. Я уже готовился, чтобы пойти в эту английскую школу, которая мне нравилась. Я уже себя прям видел в этой школе, думаю, о, как здорово будет там, прекрасно. Неожиданно в нашем детсаде, в этот момент, когда я уже решил пойти в эту, и мои родители решили, чтобы я пошел в эту английскую школу, в детсаде появляется музыкальная комиссия из столицы. В то время наша столица, значит, в Киргизии называлась город Фрунзе. Приехали 2 тети из республиканской в поисках музыкальных талантов в этот небольшой городок. И вот они оказались в том детсаде, где я был, выбрали из всех детей меня и еще одного мальчика. Потом, когда мама пришла меня забирать из детсада, значит, эти тетеньки долго разговаривали с моей мамой и настоятельно просто ее просили и советовали, чтобы меня отдали в эту школу, в республиканскую музыкальную школу во Фрунзе. А мы-то жили в другом городе, вообще это далеко, за 400 километров. В общем, для родителей это, большая проблема возникла. Они не знали, что делать. Хотя им сказали, что это школа-интернат, что я там могу в интернате жить и так далее. Но родители как-то себя не представляли, как так, они меня отпустят в интернат, нет, невозможно и так далее. И вообще, что делать? И тут отец вдруг сказал, все, я еду во Фрунзе, я там найду работу, мы переезжаем туда. И вот так, из-за того, что я должен пойти в музыкальную школу, значит, мои родители переезжают во Фрунзе, снимают там поначалу где-то какую-то комнату, в общем, мы все в этой комнате ютимся. И я вот поступаю в эту школу. И тоже, значит, мое имя было дано в честь Мураталы Куринкеев. И я помню тоже очень хорошо, мама меня ведет впервые в эту школу. Я должен был экзамен сдавать, вступительный. И перед школой сквер, мы идем через этот сквер, и прямо в центре сквера этого памятник стоит. И это памятник Мураталы Куринкееву, то есть в честь которого мне дали имя. Мама увидела, прочитала, говорит, ой, сынок, смотри, это твое имя в честь этого как раз Мураталы Куринкеева дано. И вот тогда мама сказала, это хороший знак, значит, ты поступишь. И действительно, вот я сдал экзамен и поступил в эту школу. Вот, это был такой как бы знак-указатель. То есть старейшины дали мне имя в честь музыканта, это вот как бы такой знак-указатель, который мои родители думали проигнорировать. Но видите, это не прошло. Приехала, появилась какая-то комиссия, и меня вот выбрали. То есть начало все складываться так, что, этот знак должен был исполниться. Вот. И многие люди сталкиваются с такими знаками, указателями, которые как бы
ну, вообще-то показывают его будущее и туда, куда он должен идти. Потом есть такие знаки, скажем, предупреждающие. Вот люди больше всего обращают внимание тоже на такие знаки предупреждающие. Да, это очень важно, что какой-то знак может предупредить тебя делать или не совершать какое-то действие. Вот. И есть знаки, символы. Много таких знаков, символов, которые просто символизируют что-то. Например, я вот часто привожу пример такой, знак, символ, свастика. Это очень древний знак. Индийский. Нет. Его многие применяли, даже трудно сказать, где он зародился, но этот знак древнейший, то есть впервые даже где-то кто-то увидел этот знак, там, нарисованный на скале, там, видно, где-то 30 тысяч лет назад уже был нарисован этот знак. То есть непонятно, откуда он пошел, но этот знак, его присвоили гитлеровцы, но этот знак задолго, вот я говорю, несколько тысяч лет назад уже был, и он символизирует очень важную вещь, он просто показывает, как энергия. Движение. Да, движение энергии, в зависимости от того, куда вот повернуты его вот эти углы, да, показывает или в правую сторону идет энергия, а если в другую сторону, значит в левую сторону идет энергия, да, поэтому этот знак, символ, он только показывает направление энергии. И вот таких знаков, символов тоже очень много, можно изучать специально, есть люди, которые изучают, это тоже интересно, и я тоже как-то говорил, что символы, они гораздо более живучие, если так можно сказать, чем даже какие-то народы. Народы исчезают, языки исчезают, а вот символы, знаки остаются. Вот, поэтому очень важно. И есть также, например, ретроспективные знаки. И вот в своей книге я тоже привел пример ретроспективный, ретроспективного знака. Имеется в виду то, что, например, что-то уже произошло с человеком, и он потом, анализируя, понимает, что да, были какие-то знаки. То есть он уже по факту. Но ретроспективный знак чем хорош? Человек все-таки анализирует, и ему это многое дает. Ему дает понимание. И вот, например, я в своей книге привел такой ретроспективный знак, как пример, что я вот родился в городе Пржевальск. Этот город был назван в честь русского путешественника знаменитого, Пржевальский. Это была его последняя экспедиция. Он шел в сторону тибетов. Вообще у него была идея, он чувствовал, что очень много тайн скрыто в Шамбале. Шамбала до сих пор многих интересует, да, что там очень много тайн скрыто. Так вот, он тоже, Пржевальский, знал, что там, наверное, что-то. И вот он шел именно к этой Шамбале на Тибетах. И вот по дороге заболел неожиданно, случайно. Там хлебнул воды и заболел тифом. И умер в том месте, это был такой небольшой городок, Каракол назывался. И там он умер. Перед смертью он просил настоятельно: похороните меня на берегу Иссык-Куля. То есть там прекрасное, красивое озеро Иссык-Куль. На берегу этого озера этот городок был. И он очень хотел, то есть он не хотел, чтобы его везли на родину там и похоронили его. Он хотел именно, чтобы его похоронили на берегу озера Иссык-Куль. То есть он полюбил тоже это озеро. Вот его там похоронили, и так как он был очень известный путешественник, значит, царь
русский тут же выдал указ, чтобы вот этот городок, где умер Пржевальский, дали имя этого путешественника. Ну и вот, также царским указом этот городок был назван Пржевальск. И в этом городке я родился. И вот что интересно. Пржевальский, у него, значит, дома висел герб польский, родовой герб. А в Польше родовой герб могут иметь только аристократические семьи. И он, значит, гордился тем, что у него есть в роду, значит, он как-то связан с польской аристократией. И потом тоже так получилось, что он работал в Польше какое-то время. Прежде чем начал уже активно путешествовать, он сначала работал в Польше. То есть он был связан с Польшей. Вот. И так получается, что он умер там, где я родился. И, значит, изначально что-то могло меня через как бы Пржевальск связывать с Польшей. Я не совсем это понимал. И потом вот ретроспективный анализ дал мне возможность во всем этом разобраться. Я, значит, случайно оказываюсь в Польше. Я не собирался там оставаться. В общем-то, я был проездом. Но как-то все начало складываться таким образом, что мне не надо было никуда уезжать. Практически складывалось там все так прекрасно, что я сначала ехал, вообще-то я ехал в Испанию, и вот по дороге я остановился на какое-то время в Польше сыграть несколько концертов. Так вот, я сыграл несколько концертов, и, значит, тут же меня там оставили. И, в общем, как-то все начало складываться так быстро и хорошо, что я уже остался. То есть, как бы, жизнь начала складываться так, что мне не имело смысла куда-то дальше ехать, потому что все было прекрасно. Я могу единственное сказать, что вот, каждый артист там к чему-то стремится, у него какие-то мечты и так далее. Вот он стремится и где-то достигает вот этой своей мечты там через 3 года, через 5, некоторые через 10 лет вот достигает вот то, чего он хотел, да. И вот себе представьте, я приезжаю в Польшу, и у меня все это буквально через пару месяцев я уже имею. То, к чему все стремятся. То есть у меня, я, значит, оказался в городе Катовице. В центре города у меня большая квартира. Хозяин там живет в небольшой комнате в этой квартире, который становится моим слугой. То есть обслуживает меня целиком. И тут я хочу подчеркнуть, я его не назначал слугой. Он сам стал моим слугой. То есть он сам захотел стать моим слугой. Вот. И, например, любимым его делом было, он вечером приходил ко мне и спрашивал, что я изволю откушать завтра. Что приготовить ему? Я ему говорю, а что ты предлагаешь? Он говорит, я могу вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, хорошо, давай вот это. Потому что, значит, он в 6 утра должен был встать. Он говорит, я в 6 утра встаю, я иду сразу, вот как только магазин открывается, я должен свежее купить. Все свежее он покупал, готовил, спрашивал, во сколько обед. Я ему говорил, например, в 3 часа, все там в 3 часа, все готово. В общем, он меня полностью обслуживал. И вот себе представьте, я только что учился в Москве, жил где-то в общежитии. Тут оказываюсь случайно в Польше, и у меня сразу вот то,
о чем люди, музыканты многие мечтают, да, а у меня это вот сразу как бы просторная большая квартира, и даже вот слуга, который меня обслуживает, концерты. Вот, приходят часто ко мне музыканты, например, пришел один раз дирижер, с которым мы сыграли концерт, а он из Америки приехал. Я его пригласил после концерта, говорю, давай ко мне зайдем домой, поужинаем. Он говорит, да, с удовольствием. Вот мы приходим, стол уже накрыт, мы садимся, общаемся с ним. Время от времени заходит мой хозяин, на ушко у меня спрашивает, когда следующее блюдо подать. Ну, я ему говорю, там через 15 минут. Ну и вот он уходит. Этот дирижер все это наблюдает, удивляется и говорит, слушай, а ты вообще давно здесь, в Польше? Я говорю, да нет, пару месяцев назад приехал. Говорит, как пару месяцев назад? И вот это все, откуда это у тебя? Ну, я говорю, ну вот так вот сложилось как-то. Это что, говорит, получается, ты приехал пару месяцев назад в Польшу, в чужую страну, и у тебя вот это все? Я говорю, да. Интересно. Он говорит, а что, в Польше все музыканты так живут? Я говорю, ну, я не знающий, я сам недавно здесь. Ну, может быть, и нет. Он говорит, ты понимаешь, я, говорит, в Америке уже 10 лет живу, он говорит. И вроде у меня тоже все там неплохо складывается, но я вот через 10 лет, я вот не так давно, вот сейчас снимаю квартиру однокомнатную. Больше я не могу снять, потому что там все очень дорого. Говорит, а ты тут... Ну, он видит тоже, я молодой. А ты так развернулся и так далее. Я говорю, ну, вот как-то так вот получилось. То есть я к чему говорю? Я там в землю носом не рыл, там я вовсю не старался, это все само получилось. Значит, если получается легко, это по судьбе. Да, это вот я говорю, обращайте на это внимание. Если у вас как-то все очень легко получается, значит, вы идете правильно. Не игнорируйте, не думайте это, о, это что-то подозрительно, может быть, за этим что-то кроется, да? Нет, как правило, это значит, вы попали в точку, то, куда вы должны идти. Сейчас называется это в потоке. Ну да. И вот, так что вот музыканты приходили, они удивлялись, что действительно уровень жизни у меня был очень высокий. На такого молодого человека, который только что закончил вуз, только начинает карьеру, уже все имеет. Вот. Но потом мой этот хозяин, он мне признался, почему тоже все так получилось. И тоже не случайно. Оказалось, что он просто мне очень благодарен. Дело в том, что, ну, это был пожилой человек. Его жена, у него была жена, дочка. Они, говорит, поехали в Австрию и не вернулись. И оставили его, бросили. И вот он, говорит, на старости лет я остался один. В общем, он был, говорит, ну, говорит, я очень сильно переживал. У меня, говорит, состояние было ужасное. И я, говорит, готов был покончить с собой. Ну, говорит, жизнь перестала иметь для меня смысл. Я решил покончить с собой и так далее. Кто-то мне сказал, а ты попробуй сдать квартиру и так далее. Я как-то так машинально сделал, но вот у меня состояние было такое, что я готов был покончить с собой. И, говорит, в этот момент появляешься ты, ищешь квартиру. И вот мы как-то с ним быстро подружились. И говорит, ты знаешь, вдруг я почувствовал, вот ты стал для меня, говорит, как сын. И я почувствовал вот опять вкус к жизни и смысл. Вот смысл в том, что, говорит, я вы хочу... дома играли? Да, и вот он говорит, ты знаешь, вот когда ты играешь на скрипке, занимаешься, я слушаю, у меня, говорит, слезы текут, мне это так хорошо. И потом, говорит, ты же понимаешь, Ой, как хорошо.
Да. И говорит, понимаешь, говорит, вот ты стал мне как сын, ты вот это же семья, и я вот почувствовал, что я не один. Ты мне, говорит, дал смысл жизни. Так что это вот именно так было, то, что я сам был удивлен, думаю, пожилой человек вдруг сам вот все хочет ухаживать, говорит, слушай, ты давай занимайся своими делами, я сам пойду в магазин, куплю все, что нужно, я приготовлю, он очень вкусно готовил и так далее. Ну, в общем, и ему это доставляло огромное удовольствие. Мгм. Так что все это было вот именно таким образом, что я чувствовал, ну вот я должен остаться. Только я никак не понимал, почему я здесь, в Катовицах, город Катовицы в Польше, ну, достаточно крупный город, промышленно развитый и так далее. Хотя я вот тогда думал, что, ну, я, может быть, здесь месяц-два поживу, потом я переберусь в Варшаву, в столицу. Там будет больше возможностей. Но нет, все равно все складывалось так, что я остался там. То есть, как бы, меня все больше там, ну, как бы такие, ну, скажем, не цепи, но что-то меня все больше и больше удерживало, но в таком хорошем смысле. Все больше каких-то проектов, интересных идей появлялось. И, в общем, я там в конце концов остался. И потом случайно, ну, уже начал изучать тоже польскую историю. И в разговоре с другом случайно узнаю, что вот этот город Катовицы после войны назывался Сталинград в честь Сталина. Мгм. Я говорю, вот это уже интересно. Дело, дело в том, что когда я учился в консерватории еще, у меня были друзья из Грузии. Так вот, они мне доказывали, прям буквально с пеной у рта, что Сталин был незаконно рожденным сыном Пржевальского. Какая вообще версия, на первый взгляд, абсурдная? Да, но вот она в последнее время, я даже в интернете тоже встречаю, все чаще появляются споры, действительно ли Сталин был незаконно рожденным сыном Пржевальского. То есть они настолько похожи, что даже вот недавно видел один человек в Ленинграде гулял, там есть Александровский сад, и там стоит памятник Пржевальскому, бюст. И, говорит, многие люди подходят, фотографируются, думают, что это Сталин, даже не прочитав. Потому что он настолько похож. Они настолько вот действительно визуально очень похожи. И люди подходят, думают, что Сталин фотографируется. А потом только читают, говорят, так это ж не Сталин, это Пржевальский какой-то. Многие не знают, кто это такой. Так вот, видите, какая интересная история получается. И вишенка на торте. Вот почему я придал этому огромное значение. Дело в том, что я оказался в Польше впервые в 1988 году в октябре. И потом я узнаю, что Пржевальский оказался в том месте, где я родился, ровно на 100 лет раньше, в октябре. То есть, получается, практически день в день, на 100 лет позднее, я оказываюсь в Польше. В городе, который был назван в честь, ну, можно сказать, сына Пржевальского. Ну, двойника похожего, если что. Да, но многое вот эти мои друзья, они говорили, что, ну, они действительно приводили какие-то факты, что Пржевальский был, там, я сейчас не помню, грузин, князь такой,
у которого мама Сталина работала. Вот. И одно время гостил, Пржевальский был в гостях. Ну и там, наверное, вот приглянулась эта женщина. И, ну и они даже говорили, что после этого Пржевальский все время присылал деньги этой женщине. Вот именно на воспитание ребенка. Вот почему женщина, она была не богатая, а Сталин-то получил хорошее образование. Откуда деньги? Понимаете? Ну, в общем, эти мои друзья очень много мне таких фактов рассказывали, свидетельствуя того, что действительно Сталин мог быть сыном Пржевальского. Ну и с другой стороны, видите, я оказался в городе Сталинград, в Польше. Ну, как-то это слишком все странно, да? Я родился в городе Пржевальске, я оказываюсь не в Варшаве, там, ну, городов много в Польше, а вот именно в Сталинграде, и вот именно там почему-то я остаюсь. Вот это вот ретроспективные знаки, которые дают многое понять, что все это было неспроста и так далее. Но с другой стороны, эти знаки тоже, они меня утвердили, что, в общем-то, мой выбор оказался правильным, потому что, естественно, у меня всегда возникали вопросы, а правильно ли я сделал, что я остался в Польше? Может быть, мне надо было дальше ехать, как я и собирался, в Испанию, например, да? Вот. Но сейчас я вот смотрю, по прошествии много лет, и я уже вижу, что, в принципе, выбор правильный, я доволен, и все прекрасно. Так что вот знаки, они тоже могут быть ретроспективны, как объяснение того, что совершили вы правильный шаг когда-то или нет. То есть дает анализ. Вот. И в конце концов мы подходим к тому, что я вот говорил, что самое главное, третье измерение, оно призвано для того, чтобы человек сделал выбор. Да, вот это самый важный момент, что он должен сделать выбор или в позитивную поляризованность, или в негативную. Ну вот для этого очень важно быть сбалансированным. И вот в настоящий момент, когда идет уборка урожая, самая важная вещь для человека – это вот сбалансированность. Об этом мы вот говорили в прошлый раз. И в связи с этим вот был вопрос, как насчет медитации, как медитировать. И я вот решил ответить, потому что очень часто мне задают этот вопрос, и очень часто приходится на него отвечать. Поэтому я решил, может быть, лучше записать, и потом я уже могу всех отсылать к этому видео. А я хочу дать несколько уровней медитации, которые, в общем-то, каждый сможет освоить. Простой, эффективный способ. И то, что сейчас самое необходимое человеку, вот быть сбалансированным, вот эти медитации будут помогать. Интересно, давайте. Вот, самое, поэтому я, может быть, хочу сказать так. Возьмите, слушатели, я сейчас обращаюсь ко всем, дорогие слушатели, возьмите ручки, тетрадку и записывайте, чтобы была ясность у вас тоже. Записывайте, я буду говорить. Значит, самое трудное в медитации – это концентрация. Сосредоточиться на чем-то одном. То есть смысл медитации – это вообще умение сосредоточиться на одной вещи, там, на одной теме. И вот это самое трудное. Вот этому надо учиться. Поэтому, чтобы этому научиться, я вот хочу дать 4 уровня разного уровня медитации. Значит, первый уровень, самый простой, это значит, во-первых, никогда не медитируйте
в таком месте, ну, которое будет вас отвлекать, какие-то отвлекающие моменты. Лучше всего, чтобы это было место тихое, спокойное, чтобы вас никто не отвлекал, как минимум, чтобы у вас было полчаса времени в спокойствии и в тишине. Значит, надо сесть удобно. И вот это первый уровень медитации. Я советую делать прямо перед сном. Лучше всего прям вот садитесь на кровать и начинайте медитировать. Вы узнаете, почему перед сном. Вот. Как надо делать? Садитесь и первое, что делаете, просто дышите свободно. Начинайте следить за своим дыханием. Дышите спокойно, ровно. Когда вы чувствуете, что у вас дыхание стало ровным, тогда думайте о том, что все хорошо. Вот мое тело расслабляется, энергия течет свободно. И постарайтесь ощутить вот внутреннюю гармонию, как все свободно, спокойно кружится. И вы не заметите, как вы постепенно начнете засыпать. Поэтому вот я говорю, лучше всего это перед сном делать. И чувствуете, что вы засыпаете вот сразу в постельку и спать. Будете спать прекрасно. То есть у вас сон будет гораздо лучше после такой медитации. Вот. Но вот этот первый уровень я советую вот делать в течение недели каждый день. Почему я вот говорю, хотя бы полчаса посвящать? Да, но поначалу, может быть, вы через 5 минут уже будете спать. Ничего страшного. На второй день постарайтесь немножко дольше посидеть. Вот. То есть, одним словом, когда вы почувствуете момент, что это вот через, может быть, несколько минут только вы почувствуете, что у вас наконец-то вот внутренняя гармония наступила, как-то какая-то благодать, вы чувствуете себя хорошо. Да? Вот после этого постарайтесь зафиксировать вот это состояние и на этом состоянии сосредоточиться и оставаться 3 минуты минимум. Но опять-таки, поначалу это будет трудно сделать. Даже 1 минуту думать об этом будет трудно, у вас мысли будут убегать. Вот самое трудное в медитации, мысли все время убегают. Надо их все время возвращать и об этом думать. Вот минута, в следующий день 2 минуты. И вот, ну хотя бы 3 минуты удержать вот это состояние гармонии. И потом в постельку спать. Вот, это первый уровень, как минимум надо его неделю делать. После этого можете переходить в второй уровень медитации. Ну, я условно говорю, неделя. Может быть, вам понадобится 2 недели. Да, это просто условно, чтобы такой порядок был у вас. Поэтому условно, скажем, 2-я неделя начинается, вы можете приступить, но после того, как, я говорю, вот этот первый уровень у вас уже, так, вы достигли такого состояния, что вот садитесь и буквально через несколько секунд уже в состоянии вести себя в гармонии, да, буквально там 10-15 секунд, и вы уже в этом состоянии находитесь. И можете удерживаться в этом состоянии как минимум 3 минуты. Можете 5 минут, это уже потом не важно. Но минимум 3 минуты удерживаться. Вот после этого можете переходить ко второму уровню. Потому что второй уровень, он будет отличаться от первого тем, что в принципе он будет похожий
но будет отличаться тем, что тут надо добавить чувство. Вот если в первом уровне просто надо было от всего абстрагироваться, просто почувствовать, что вот все хорошо, то второй уровень будет отличаться тем, что как бы плюс к этому добавить надо чувство, ну, лучше всего вот чувство радости. Как это сделать? Лучше всего вот попробовать визуализировать. И заодно вы будете учиться визуализировать. То есть закрываете глаза и вспоминаете что-то из своей жизни. Например, вот вы были когда-то в горах, и вот достигли какой-то высоты, сели отдохнуть, и вот смотрите, и перед вами такой прекрасный вид открывается. И вот вы вдруг сели, почувствовали, ух, как это красиво. Да, вот, к примеру, или, скажем, где-то вы на море отдыхали, и закат солнца наблюдаете. Спокойное озеро или море, практически нет волн, и солнце садится за горизонтом. Ну, прекрасно такая дорожка появляется. Вот. Или вот лунную дорожку многие наблюдают. Одним словом, как что-то, что когда-то вызвало у вас чувство вот такой радости. Но эта радость должна быть такая тихая радость. То есть вот это чувство, да, вот это чувство, которое вы добавляете, оно должно быть не сильное, а вот именно правильно, умиротворенная, тихая, спокойная радость. Вот такой образ себе представьте и визуализируйте его. Надо визуализировать его, это поможет вам. И тоже вот попробуйте неделю таким образом, и тоже перед сном. Тогда у вас сон будет еще более, вы можете увидеть хорошие сны. То есть это все очень будет влиять на ваш сон, и благодаря этому утром будете просыпаться выспавшиеся, в хорошем настроении и так далее. Вот, после того, как вы научитесь визуализировать и тоже очень быстро входить в это состояние, можете приступать к третьему уровню медитации. И вот этот третий уровень, это первый раз, когда вы сможете уже медитировать тоже, например, днем или утром. В общем, это уже в любое время дня суток, но не вечером. Вот этот третий уровень, записывайте, вечером нет, а утром, днем, пожалуйста. Потому что эта медитация будет отличаться, то есть она близка будет ко второму уровню, но здесь, в отличие от второго, здесь нужно сильные чувства. То есть такое чувство, которое будет вас вдохновлять. Например, я знаю, многие слушатели любят Димаша. Так вот, Димаш вызывает сильные эмоции, когда они слушают. Вот, к примеру, можете послушать Димаша, но при этом постараться медитировать. И сосредоточиться на том, чтобы у вас вот это чувство вдохновения было. То есть вызвать в себе сильное чувство, которое после этого вам захочется, вот, чтобы вы почувствовали, что прям энергия в вас выливается. Вот вы полная энергия. И после такой медитации, она может быть не очень длинная, 5 минут, да, чтобы вы чувствовали, что так, вот сейчас вы готовы совершать дела. То есть это заряжающая медитация, она вот призывает вас к делу. Поэтому, например, те, кто любит Димаша, не слушайте его вечером или перед сном. Ни в коем случае. Потому что сильные чувства вызывает. Тогда у вас сон будет
нарушен, он не будет такой спокойный. Поэтому, если слушаете Димаша, то не перед сном. И вообще, музыка, которая вызывает сильные чувства, лучше ее не слушать перед сном. А вот, кстати, когда вот второй уровень, когда вот я говорю, тихо, умиротворенное должно быть состояние, можете слушать музыку, но спокойную. Вот, кстати, в интернете очень много даже такой музыки, она так и называется, музыка расслабляющая или медитирующая. Вот там просто звучит музыка спокойная, которая поможет вам тоже настраиваться. Тихо надо включать ее, ни в коем случае не громко. Тихо можно включить такую музыку, если вы любите музыку. Она вам поможет. Это касается второго уровня. Значит, третий уровень днем. Это медитация, которая дает вам энергию и вдохновляет. Вот. Ну и четвертое, это я так, может быть, просто скажу. То есть, причем, как я сказал, к третьему уровню приступайте тогда, когда второй уровень вы уже хорошо умеете делать. Да? Вот. А четвертый, это я так просто, может быть, дам как информация, потому что это, может быть, уже не каждый сможет, но каждый может к этому стремиться, и это уже будет непросто. Четвертый уровень – это конкретная медитация на конкретную тему. То есть у вас есть какое-то желание, какое-то стремление, вы хотите чего-то достичь, и эта медитация, она будет призвана. Но опять-таки, эту медитацию вы можете и вообще можете рассчитывать на какой-то успех только в том случае, если вы хорошо владеете первыми 3 уровнями. Потому что в этом четвертом уровне надо очень хорошо уметь концентрироваться. От этого зависит успех. И надо уметь как минимум вот 5 минут удержать какую-то мысль, да, и только о ней думать. И тогда Наверное, уметь визуализировать. Конечно, да, вот тут уже все вместе. И визуализировать, и думать, и интенсивно думать. И то от того, как вам удастся сконцентрировать вот это ваше желание, эту мысль, от этого будет зависеть, исполнится это желание или нет. И только от вас это будет зависеть. И если желание не исполнилось, это говорит о том, что вы недостаточно хорошо сконцентрировались или неправильно свою мысль выразили. И вот тут очень важно. Например, вы к чему-то стремитесь, вы что-то желаете, значит, не надо думать об этом как о желании, что я хочу вот это. Это будет неправильно. А надо сформулировать и визуализировать тоже можно так, что вы уже этого достигли. Вот вы чего-то хотите, и надо это себе представить, что вы уже это или имеете, или уже этого достигли. Вот тогда это исполнится. И тут уже зависит от того, насколько вы хорошо это послали, эту мысль, насколько она была сконцентрирована. Ну и вот самое главное, я говорю, что ни в коем случае не посылать это как желание, а надо высылать это в космическое пространство как Уже случившийся факт. Да, уже случившийся факт. Вот. И что я еще напоследок хочу сказать, что вот это первые, особенно 2 уровня медитации, если вы вот эти первые 2 уровня медитации будете делать хорошо, это очень поможет вам сбалансировать ваше общее состояние. И, как я сказал, сейчас это, в общем-то, самое важное для человека, это вот сбалансированность. Сбалансированность его внутреннего состояния, его психики. Должна быть сбалансирована психика.
Отсюда будут сбалансированы энергетические каналы. Отсюда будет надо вот сбалансированные эмоциональные состояния иметь тоже сбалансированное. Ну и в конце концов сбалансированность она тоже предполагает, как я сказал, надо вот заниматься собой, но и помогать другим. Это тоже относится к сбалансированности, да? И тут, например, я вот говорил, что есть там мамы особенно, настолько привязаны к своим детям, что они обо всем забывают, и вот только своими детьми заняты, и все делают для своих детей, забыв о себе. Да, вот это вот тоже неправильно, это вот несбалансированность. Да, надо заботиться, мама должна заботиться, очень хорошо, но она всегда все-таки должна иметь время заняться собой тоже, своим развитием. Не только как она должна выглядеть, да, это тоже очень важно, но и иметь время, чтобы почитать, развиваться. Ну, естественно, я так больше к мамам отношусь, потому что в основном женщины, они так посвящают свою жизнь. Вот. Но иногда мужчины тоже иногда забывают. У мужчин больше проблема в том, что они трудоголики, они вдруг начинают работать и слишком много работают, забыли обо всем, вот только работа, работа. Это тоже плохо. Да? Вот это вот несбалансированность. Поэтому вот эта сбалансированность, надо за ней следить, чтобы она, вот с одной стороны, человек сам должен быть сбалансирован, а с другой стороны, жизнь его тоже должна быть сбалансирована. Он должен иметь время собой заняться, но и обязательно помогать другим людям. Если он не помогает другим людям, значит, но это, может быть, тоже говорит о том, что он выбрал негативную поляризацию. Но в этом случае он должен знать, что негативная поляризация – это, в принципе, тоже непростой путь. Я уже говорил о том, что, например, чтобы в 4-е измерение попасть, в негативной поляризации надо быть на 95%. А то вдруг попадешь туда, в негативное общество, и окажешься хорошим. Ну, некоторым, есть достаточно много людей, которые стремятся к этому. Они служат себе, для них самое главное – вот я. И вот, к сожалению, даже вот если мы смотрим на шоу-бизнес, то мы там можем увидеть очень много людей, которые вот именно служат себе. Это вот негативно поляризованные. Кстати, даже вот артисты, я уже не говорю о том, что вот там есть всякие шоумены и ведущие. Вот многие из них, они негативно поляризованы. Отсюда вот этот шоу-бизнес, он такой стал, уровень его очень низкий. Мало таких, которые позитивно поляризованы, потому что позитивно поляризованный артист, он всегда будет стараться дать другим все самое лучшее. А негативно поляризованный, он будет именно низменный, давить на низменные инстинкты. И нетрудно посмотреть, вот что творится, мы видим, идет доминация низменных инстинктов. Это вот именно говорит о том, что в шоу-бизнесе превалирует негативная поляризация. И шоу-бизнес надо очищать просто метлой. Вот. Поэтому вот эта сбалансированность, она вот выражается не только в том, что человек сам должен быть сбалансирован, но его жизнь тоже должна быть сбалансирована. И вот он должен следить за тем, вот я сказал, контролировать свои мысли, в прошлый раз я говорил, и если человек позитивно поляризован, то он прежде всего должен следить за тем, чтобы не допускать негативные вещи. Этого достаточно, да? И вот отсюда вот этот пример шоу-бизнеса. То есть нельзя допускать, то есть не слушайте такую музыку, которая вызывает у вас какие-то вот такие низменные чувства, да?
Не смотрите передачи, которые будут вызывать такие низменные чувства. Вот этим самым вы себя ограждаете тоже. Надо ограждать себя от всего. Это вот все относится к сбалансированности. То есть, прежде всего, именно старайтесь держаться от негативного. Тогда у вас все хорошее будет на автомате. И последнее, что я хочу сказать, что человек сбалансированный, многие даже об этом не задумываются и не понимают. На самом деле, сбалансированный человек, он мало подвергается атаке негативной энергии. То есть люди не понимают, что каждый человек практически как бы подвержен всякой атаке негативной энергии. Он даже не понимает этого. Потому что энергию не видать. Да? Но она может в любой момент человека заатаковать и так далее. И человек вдруг сам не понимает, почему он такой взъерошенный, разозлился, вдруг у него какая-то агрессия появляется. Это вот часто бывает от того, что идет атака извне негативных сил. Вот. А человек сбалансированный, он во многом не подвержен таким атакам. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите или встретите человека хорошо сбалансированного, то увидите, что в принципе у него и жизнь очень хорошо, все у него, все прекрасно. Он живет спокойно, радостно, доволен жизнью, и все у него тоже прекрасно, хорошо складывается. Почему? Потому что он мало подвергается негативным атакам. Поэтому быть сбалансированным, это, в принципе, вы тоже храните свою жизнь от многих превратностей, которые могут вас... Вот с этим я согласна на все 100. Вот. Так что я надеюсь, сегодня я ответил достаточно подробно на вот эти очень подробно. вопросы. Спасибо. Вот. Так что желаю всем быть сбалансированным. Спасибо вам за информацию, очень ценную. Спасибо за такую глубокую беседу. И вам, дорогая аудитория, спасибо. И вам спасибо, Айсулу. Всем мира и добра. До свидания. Пока.